Всем привет, меня зовут Алина Федорова. Сегодня у нас будет очень интересная тема об отношениях. Это тема, которая будет актуальна всегда для девушек. Почему я решила записать видео именно на эту тему? Потому что вы меня вдохновили на это. Недавно я выставляла пост в Инстаграм, там была совместная фотография с моим мужем. Я вкратце рассказала о том, как развивались наши с ним отношения. И под постом было очень много вопросов от вас там, по поводу наших с ним отношений, запросы на видео. И я поняла, что вам действительно это интересно, и почему бы и не записать какую-то такую тему личного характера. И сегодня я решила вам рассказать о том, какие качества в мужчинах я ценю больше всего. Конечно же, это те качества, которыми обладает мой муж, собственно, то, за что я и полюбила его. И наоборот, с какими бы мужчинами я бы точно не стала строить серьезные отношения. Но хочу сказать, что это такой вопрос очень личный и, соответственно, индивидуальный. Допустим, то, что является для меня самым важным, те качества, которые для меня, вот они по-любому должны быть в парне. Для другой девушки они могут быть, наоборот, не в приоритете. Возможно, для нее будет что-то другое, более ценное. Поэтому вы должны понимать, что у всех по-разному. Как мы выбираем партнера по жизни? Ведь у всех людей есть свои и недостатки, и достоинства. И мы ищем такого человека, у которого будут присутствовать те черты, которые нам необходимы, и наоборот, недостатки, с которыми мы готовы будем мириться. То, что у нас будет, возможно, раздражать или не нравится, но тем не менее мы сможем с этим жить, так как у человека есть что-то более важное. Для меня очень важна амбициозность и целеустремленность. Мой муж у меня трудоголик, он всегда таким был, уже когда мы начали с ним встречаться, я вообще тогда в шоке была, что такой молодой парень, и чтобы он был настолько усидчивым, чтобы вот он реально просыпался каждое утро и начинал работать. Много занимался самообучением и саморазвитием. Все, чему он учился, он всегда это делал сам, без какой-то дополнительной помощи. Как вы знаете, это гораздо сложнее заставить самого себя вот чему-то научиться. Одно дело, знаете, когда ты ходишь там в колледж, когда там к тебе приходят какие-то учителя и так далее, а когда тебе надо самому себя заставить. Он меня очень поразил этим, и он по сей день такой, он работает еще больше, и я понимаю, что ему в какой-то степени тяжело расслабиться, он не привык отдыхать, ему все время нужно что-то делать. И в какой-то степени это может быть недостатком, потому что я понимаю, что все равно нужно иногда уметь и расслабляться, у него не всегда это получается. Но я смирилась с этим, я еще больше ценю то время, которое у нас есть, чтобы побыть вместе, и я понимаю, что если бы не такое трудолюбие, он бы никогда не достиг того, чего он достиг сейчас, и я понимаю, что это необходимо, чтобы стать успешным в этой жизни. Для мужчины это очень важно, потому что самореализация, карьера, мужчина должен это делать, потому что если мужчина не самореализуется и не достигнет своих целей, он будет несчастным, он будет чувствовать себя неполноценным. Я знаю, что отношений тоже хороших не будет в семье, потому что когда мужчина чувствует, что он не реализовался в этой жизни, он будет и срываться на свою женщину, и будут ссоры и так далее. Это необходимо вообще для всех людей, ну и для женщин тоже в том числе, поэтому я очень тоже уважаю своего мужа за это. Я никогда бы не стала строить серьезные отношения с парнем, который живет со своими родителями. Есть такая категория парней, которые, знаете, вот мамочкин сынок, которым там уже за 25 закончили университет, и они все сидят со своими родителями. Во-первых, они живут в одной квартире, что, мне кажется, это вообще неприемлемо для взрослого человека. Во-вторых, есть такие, которые не могут себя обеспечить, когда там мама обхаживает и покушать, и постирать, а папа денежку дает. Мне кажется, что это вообще ужасно. И, конечно же, такой парень не готов точно для того, чтобы создавать свою семью. Так как я сама стала довольно быстро самостоятельной, наверное, вот с тех пор, как я поступила в университет, я у родителей не брала денег. Я поступила и на бюджет, чтобы родителям не приходилось за меня платить. Я получала стипендию, я подрабатывала, и я еще умудрялась своим родителям помогать. И я быстро съехала от них и жила самостоятельной жизнью. Муж у меня уехал от родителей еще раньше, он вообще с маленького городка, с Полтавы, и он еще с юного возраста уехал в Киев и тоже жил самостоятельно, полностью нес ответственность за свою жизнь. Я очень люблю в своем муже надежность и стабильность. Мне кажется, что это очень важно для любой семьи, для серьезных отношений. Без этого просто никак, ничего невозможно построить. Мне нравится, что у меня муж все всегда продумывает, как он говорит, я всегда думаю на 100 шагов вперед.
Он всегда знает, что он делает. Он никогда не делает никаких необдуманных поступков, не принимает никаких поспешных решений. Прежде чем что-то принять, он подумает 100 раз, и если он принял решение, он вряд ли его поменяет. Я знаю, что на Женю всегда можно положиться. Он всегда все контролирует, он всегда в курсе всего. Он решает все вопросы семьи, там по своему бизнесу. Я знаю, что я там часто бываю что-то забываю, он никогда ничего не забывает. Если он что-то пообещал сделать, он всегда это сделает. Может, и бывали ситуации, когда там он что-то не делал, но это, скажем, исключение из правил. Обычно я знаю, что даже если я ему не скажу, там, он все равно знает, что ему надо что-то там сделать. Он очень ответственный и очень серьезный. Также он всегда решает все наши проблемы. Для женщины очень важно знать, что она как за стеной, что она защищена от каких-то важных проблем. Было не раз такое, что у нас возникали какие-то проблемы. Женя мне об этом не говорил, чтобы меня не расстраивать, и потом он все это решал, и потом мне уже такой говорит: ну, Алина, было у нас там так-то и так-то, да, была неприятность, но ты не переживай, я уже все решил, и сейчас уже все хорошо. Настолько это, мне кажется, очень важно в мужчине, такое качество. И я всегда с ним спокойна. Я знаю, что какая бы у нас ни произошла проблема в семье, какие бы неприятности, где бы у нас ни были, он всегда все решит, он всегда все сделает. У меня нету такого чувства, что, знаете, вот на мои плечи что-то свалилось. Да, я переживаю, да, я помогаю, но львиная доля ответственности всего, это все на его плечах. И это то, за что я его люблю, ценю и уважаю вообще как мужчину. Очень важно, когда парень умеет нести ответственность. Не только за себя, да, и еще там за девушку, потому что это очень важно в семейных отношениях. Потому что в будущем ему нужно полностью принимать все важные решения, опекать, нести ответственность за свою семью, да, за жену, за ребенка. Если вы намерены построить серьезные отношения, вы должны уже присматриваться к парню. Есть такие парни, которые, когда вы там с ним поделитесь какой-то своей неприятностью, даже еще помощи у него не просили, только он узнал, что у вас там что-то произошло, все, вы его на горизонте уже можете не увидеть. Есть такие экземпляры, и у меня много знакомых девочек, которые мне рассказывали там свои ситуации. Ничего хорошего с этого точно не получится, вы должны сразу это увидеть. И если парень любит только с вами проводить хорошо время и быть с вами только когда там вам хорошо, все легко и безоблачно, и в случае каких-то неприятных моментов он тут же убегает, это очень плохо. Это говорит о том, что парень не имеет к вам серьезных намерений, либо же он просто не умеет нести ответственность за кого-то. У некоторых просто нет желания помогать, это говорит о том, что парень просто не серьезен к вам. Либо же второй вариант, когда парень просто, не умеет он решать проблемы. Есть такие парни, которые даже свои проблемы-то не умеют решать. Я уже не говорю, чтобы там чем-то помогать еще кому-то. Знаете, есть такое выражение, что мужчина должен решать проблемы, а не создавать вам новые. И это действительно правда. Я очень ценю своего мужа за то, что вот он именно такой мужчина. Он всегда решает наши проблемы. Моя проблема — это автоматически его проблема, и он мне всегда во всем помогает. Исключительная черта моего мужа, за которую я его люблю, это то, что он всегда очень оптимистично настроен. Да, он бывает расстроен, он там бывает слишком загружен, там бывают проблемы на работе и так далее. Тем не менее, он никогда не произносит вслух, что нет, все плохо, ничего не получится, там еще чего-то. Я никогда от него это не слышу. Обычно, как бы там что ни было, он всегда говорит, что все будет хорошо. Алина, вот увидишь, все наладится. Я все решу, я все сделаю, все у нас будет так, как нужно. Там все будет прекрасно. Все, что он говорит, только в позитивном ключе. Он никогда не ноет и никогда не говорит, что он не знает, как быть, что он не знает, как решить, либо все плохо, либо еще чего-то. Обычно у нас в отношениях это я могу там поныть, я могу расстроиться, а он, наоборот, меня подбадривает. Положительный настрой, мне кажется, это очень важно. И вообще, мне кажется, ужасно, когда парень нытик. Вообще ныть как бы нехорошо ни девушкам, ни парням, но все же таки девушка, она такая. У нас эмоции, мы можем и плакать, мы можем расстраиваться и быть такими беззащитными, беспомощными немножко. И это в какой-то степени мило. А когда парень себя так ведет, то как-то это не мило, я бы сказала. Все-таки парня хочется видеть мужественным, который всегда скажет: я все сделаю, я все решу, все будет классно. Я ни в коем случае бы не стала строить отношения с парнем, у которого там есть какая-то зависимость алкогольная, либо наркотическая, либо там курящий парень. Мне тоже это не особо приятно, потому что я вообще веду здоровый образ жизни,
И я считаю, что здоровье, конечно, это самое главное. И мне бы хотелось видеть здорового партнера, чтобы и мое здоровье было в норме, потому что если рядом с вами человек, который часто курит, либо там пьет, понятное дело, на вас это тоже хорошо не скажется. Я уже не говорю за здоровье ваших будущих детей, если мы сейчас говорим о семье, поэтому это очень важный аспект. И муж у меня, он не курит, он не употребляет наркотики и алкоголь употребляет крайне редко. Это мы можем вино выпить где-то в ресторане, можем на празднике выпить. Наверное, за всю жизнь я видела Женю пьяным. Это, наверное, было, может быть, от силы пару раз, и, по-моему, это было на Новый год. Мне кажется, Новый год — это единственный праздник, когда мы позволяем там себе выпить чуть больше нормы. А так, в принципе, мы крайне редко пьем. Это, мне кажется, очень важно для семьи. Вообще это свидетельствует о высоком уровне осознанности, что человек как бы обладает интеллектом, что он думает о своем будущем, что он думает о своем здоровье. Это о многом говорит на самом-то деле. И вообще у моего мужа очень четкая позиция по этому поводу. Если к нам приходят друзья, там, которые курят, и им нужно где-то покурить, и они спрашивают, можно ли это сделать в квартире, Женя всегда их выгоняет на улицу. Никогда он никому не позволит курить возле нас. У него это прям вообще табу. И тоже я очень его уважаю за это. Также мне очень повезло, что Женя такой же домосед, как и я. Он не любит каких-то шумных вечеринок, каких-то компаний, знаете, где-то там с друзьями по барам пойти там до утра. Мне вообще с этим повезло, что мы с ним сходимся во мнении, что мы любим одинаково проводить досуг, что нам хватает общения, шумихи на работе, на съемках. И когда у нас есть свободное время, мы его проводим вдвоем, в тишине. Мы можем пойти по магазинам, купить что-то для дома, прогуляться где-то, посидеть в ресторанчике, покушать, вместе ужин приготовить, там что-то посмотреть, в кино сходить. Мне это гораздо больше по душе, нежели там, когда какая-то тусовка, много друзей и так далее. Мы вообще этого не любим. Бывает, конечно, настроение такое, там где-то погулять, но обычно это не так по-сумасшедшему, как у людей бывает. Это более спокойно и бывает крайне редко. У нас такое правило с Женей, что у нас никогда никто не остается с ночевкой. У нас нету такого, что там, какие-то друзья завалились, всю ночь они у нас там сидели, остались. Такого у нас не бывает. Женя этого не любит, я этого тоже не люблю. Конечно же, если это не какая-то экстремальная ситуация, когда человеку просто нужна помощь, так у нас никто ночевать не будет. И дом — это наш храм, у нас тут царит спокойствие и уют, и нам нравится поддерживать именно такую спокойную семейную атмосферу здесь. И я очень рада, что мы реально с Женей в этом сошлись. Для меня это супер важно. Вряд ли бы я смогла когда-то сойтись с человеком, который любит всякие тусовки, который бы меня постоянно тащил куда-то, а тем более, если бы сам куда-то уходил, гулял, и я не знала, там, как он и где проводит свое время в ночных клубах. А особенно, если бы еще пьяный приходил. Ой, я даже не знаю. Если честно, я знаю, что бывают такие ситуации, но я даже в страшном сне такого не могу себе представить. Я считаю, что в любых нормальных отношениях должна быть верность друг другу. Я доверяю своему мужу на 100%. За все годы, что мы вместе, это уже пошел 6-й год, он мне ни разу не дал повод усомниться в нем. Вся наша жизнь друг перед другом, она как на ладони. У нас, в принципе, есть доступ и к телефонам друг друга. Если есть такая необходимость, мы можем посмотреть, но нам нечего друг от друга скрывать. У нас никогда не возникают конфликтов на этой почве. Я вообще считаю, что если мужчина судорожно хватается за свой телефон, там прячется с ними, что-то удаляет, там, чтобы не увидели, и вы эту картину все наблюдаете, и при этом он вам рассказывает, что каждый имеет право на личное пространство, дорогая, там ничего такого нет и так далее. Мне кажется, что это подозрительно. Я бы такому парню верить точно не стала. Нам нечего друг от друга скрывать, мы все друг от друга знаем. Я всегда знаю, где мой муж находится, он знает, где я нахожусь. Я никогда не сомневалась в Жене. Возможно, есть такие женщины, которые просто не верят в то, что существуют мужчины, которые вообще не изменяют. Я знаю, что есть такие женщины, им кажется, что изменяют все. Знаете, это женщины, которые просто имели неудачный опыт, у которых отложился какой-то отпечаток на их жизнь, там, я не знаю, опыт их родителей, опыт близких друзей, там, свой опыт.
и поэтому они просто реальность видят только так, и они не могут даже поверить, вообразить, что есть порядочные мужчины. И знаете, если бы я хоть на секунду сомневалась в Жене, я бы разорвала наши с ним отношения, потому что вариант закрывать глаза на измены мужа, либо делать вид, что все окей, либо иметь какие-то свободные отношения, как это даже сейчас популярно, ну, это точно не мой вариант. Я в этом плане очень категоричная и консервативная, и, в принципе, у меня муж такой же. Кстати, очень важно, когда у парня и у девушки одинаковые взгляды на этот вопрос, потому что у всех как бы свои есть рамки дозволенного, и я тоже очень рада, что у нас с Женей не совпадают. У Жени нет подружек. Кстати, это тоже интересная тема очень по поводу женской и мужской дружбы. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Если честно, я не верю, что мужчина может дружить с женщиной довольно тесно. Да, они могут быть знакомыми, приятелями в какой-то степени, работать вместе, но дружить настолько, чтобы там вечерами перезваниваться, советоваться по поводу там личной жизни, что-то рассказывать, пойти в ресторан, мне кажется, что это странно, и как бы для меня это недопустимо. Конечно же, вы можете со мной не согласиться, я знаю, что у людей разные мнения на этот счет, но это мой субъективный взгляд. И я знаю, всегда в такой дружбе кто-то кому-то нравится, и ни к чему хорошему рано или поздно это не приведет. Не у меня нет таких парней, друзей, у меня есть различные знакомые, но с которыми, конечно же, я общаюсь вообще изредка, и так же самое у Жени. У Жени нет никаких друзей среди девушек, в основном все женщины, с которыми он общается, это только по работе, исключительно профессиональные какие-то отношения. Я вообще считаю, что это очень странно, если мы говорим о взрослых людях, о семье, когда муж и жена работают, и когда и так времени не хватает, и тем более не хватает времени там даже на совместное времяпровождение, когда у кого-то появился какой-то друг противоположного пола, с которыми там человек может пойти, я же говорю, в ресторан, либо как-то провести время. Ну, для меня это странно, потому что это время можно было потратить там на свою жену, либо на ребенка. И если мужчина идет гулять с другой женщиной и говорит, что это моя подруга, это точно не мой вариант. Возможно, для кого-то это в порядке вещей, но я бы с таким мириться не стала. Вообще, тема измен очень сложная, и, наверное, можно очень долго по этому поводу разговаривать. Можно отдельное видео на эту тему записать. Я знаю, что многие женщины считают, что мужчины изменяют все. Некоторые просто умеют это скрывать, другие нет. И я с этим не согласна. Я считаю, что есть мужчины, которые не изменяют, так же само, как и женщины. Есть, которые верные, есть, которые нет, есть, которые более порядочные. Есть разные вариации людей, ситуаций, но я верю в то, что действительно мужчины есть очень честные и очень преданные. Я бы точно не стала строить отношения с парнем, который бы препятствовал моему росту и развитию в карьере, да, если бы мне парень сказал, что нет, Алина, ты не будешь работать моделью, потому что мне это не нравится, либо ты не будешь блогером, либо я не хочу, чтобы ты там была на публике, на виду и так далее, потому что я закомплексованный и ревнивый, и хочу, чтобы ты только сидела дома в паранже. С таким парнем бы я не стала быть, потому что это ненормально, и я считаю, что это не любовь. Если человек любит, он будет всячески тебя поддерживать в твоем деле, помогать тебе и наоборот как-то способствовать твоему развитию. Собственно, то, что и делает мой муж, он всегда меня во всем поддерживает, он наоборот хочет, чтобы я стала более успешной моделью, чтобы у меня было больше работы. Даже если будут это сплошные каталоги нижнего белья, он будет только этому рад, потому что у него это никаких ревностных чувств не вызывает, он наоборот, он гордится мной, он гордится тем, что я красивая, тем, что у меня красивое тело, тем, что я востребованная, тем, что у меня работа есть, что я зарабатываю, что я становлюсь все-таки более популярной, что у меня получается доносить до людей так хорошо информацию, что люди меня воспринимают, и вся моя деятельность, все, что я делаю, он очень мной гордится и всегда мне помогает в этом и всегда меня поддерживает. А парень бы, который бы наоборот пытался все это, знаете, наоборот, не давал бы мне возможности все это делать и, знаете, ставил палки в колеса, то как бы я бы не хотела таких отношений. Мне кажется, что гармоничные, нормальные отношения — это все-таки люди, когда принимают сферу деятельности друг друга и дают возможность друг другу расти. Это правильно. Ну, вроде бы все самое главное я вам перечислила. Надеюсь, что я ничего не забыла.
забыла. Кстати, напишите в комментариях, что важно для вас. Возможно, для вас важны совершенно иные качества в мужчинах. Будет интересно почитать. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. А мы с вами скоро увидимся. Всем пока! I swear